Друзья, всем привет, это канал Мотосанчо, и для начала уже по традиции несколько слов о ходе сборки основного ураловского двигателя, того, который будет установлен на мой мотоцикл и летом повезет нас в очередное путешествие. Итак, вчера я установил в него коленвал. И хочу отметить, что в предыдущем видео только один человек заметил мою ошибку и в комментариях мне на нее указал. Дело в том, что я установил маслонасос и шток привода маслонасоса, не установив в картер коленвал. Естественно, поставить коленвал, когда у вас поперек стоит шток привода маслонасоса, уже нереально. Пришлось маслонасос снова снять, коленвал поставить и маслонасос вернуть на место. А, собственно, для установки коленвала я вчера изготовил то самое приспособление, которое позволяет избежать ударов по коленвалу, а именно втягивает переднюю цапфу коленвала в подшипник. Состоит это приспособление из винта. Я его изготовил из днепровской шпильки головки цилиндров. Резьба здесь достаточно длинная и размер именно тот, что нам надо. И обрезка винта какой-то струбцины, которая нашлась у меня в груди металлолома. Сварил их в стык. И самое сложное было поймать соосность, чтобы не было кривизны и при втягивании коленвал не перекашивало в подшипнике. Давайте на примере этого двигателя посмотрим, как это работает. Винт мы вкручиваем в резьбу передней цапфы коленвала, а сверху устанавливаем упор. Он изготовлен из швеллера, к которому для увеличения площади контакта с картером приварены два уголка. В случае серьезных натягов не останется замятий на алюминиевом картере. Установили упор, шайбу и вот такая у меня нашлась гайка. Думаю, сам процесс здесь ясен. Мы вращаем гайку, тем самым вытягивая винт вверх, а он уже в свою очередь втягивает коленвал в подшипник. Очень хорошо чувствуется натяг, всегда можно сбоку заглянуть, проконтролировать процесс, чтобы вовремя остановиться. И в целом могу сказать, что по сравнению с забиванием коленвала молотком в подшипник, это просто небо и земля. А за идею этого приспособления хочу сказать спасибо Жене Быковскому. Именно у него на канале я похожую штуку увидел. Немного это все переосмыслил, учитывая материалы, которые есть в наличии, и сделал что-то свое. Коленвал в моем двигателе теперь вращается очень легко, очень мягко и практически бесшумно. Чего нельзя сказать о втором моторе, сборкой которого мы сейчас продолжим заниматься. Сегодня у меня в планах установить шестерни газораспределительного механизма, и поиски по гаражу дали следующие результаты. Я нашел 4 комплекта шестерен ГРМ. Вот, например, комплект шестерен, которые были установлены на этом двигателе. С ними все в порядке, только шестерня коленвала имеет следы ударов. Я думаю, это последствия установки ее на коленвал с помощью молотка. Эти шестерни с моего двигателя, того, который съездил на Байкал и в Монголию. Шестерни в хорошем состоянии, рабочие, но очень шумные. Я думаю, вы помните, как они выли, как они гудели. И есть у меня подозрение, что не совсем они подходят к моему двигателю по группе картера. Этот комплект шестерен мне прислал Юра из Екатеринбурга. Шестерни в отличном состоянии, и именно их я планирую установить в этом году. Посмотрим, какое зацепление они дадут и как будут звучать. А этот комплект я откопал в груди металлолома. Шестерня коленвала здесь целая, имеет только небольшие очаги ржавчины, хранилась ведь на улице.
А вот шестерня распредвала, при том, что визуально все с ней в порядке, на самом деле имеет сквозную трещину в районе, где запрессован штифт привода сапуна. И в принципе, возможно, с этой трещиной она будет ходить еще долго и проедет многие тысячи километров, однако устанавливать ее в хороший двигатель я бы уже не рискнул. А вот для нашего проекта она вполне подойдет. Теперь начинается квест под названием «Поиск шпонки». Я при разборке двигателя шпонки всегда забрасываю туда же, где и весь остальной крепеж. Дело в том, что если я шпонку положу куда-то отдельно, чтобы не потерять, то обязательно забуду, куда же я ее положил. А так, вот она уже нашлась. Ну а в распредвале шпоночка здесь стоит. Эту поставим тоже на место. Вот, казалось бы, такая маленькая деталь, но такая важная. У меня был случай, когда мой знакомый в детстве, мы еще на мопедах ездили, перебирал 13-ю Ригу, D6, по-моему, двигатель. Ну и наткнулся, естественно, на шпонки. И по незнанию решил, что это обломки какой-то детали. И все шпонки выбросил. А когда дело дошло до сборки двигателя, тут-то он и понял, что это все было неспроста, и шпонки ему еще пригодятся. И можем приступать к установке шестеренок. Начнем с коленвальной, подцелимся на шпоночку и аккуратно осаживаем. Что-то я не тот молоток взял. Во! Готово. А если попробовать теперь за шестерню коленвал провернуть, то он уже проворачивается. Очень туго. Очень плотно кольца и поршни ходят в цилиндрах, но нигде ничего не клинит намертво. Так что, думаю, разработается. Выискиваем теперь на шестерне коленвала метку, которая должна совпасть с меткой на шестерне распредвала. Прицеливаемся по шпонкам, прицеливаемся по меткам и шестерню распредвала тоже осаживаем. С зазором в зацеплении получилось интересно. Здесь зазорчик у нас есть. Достаточно большой и звонкий. А если провернем, то вот зазора уже нет. Совершенно нет. Попробуем дальше. Знаете, даже подклинило. О! Вот, прошло дальше. Уже небольшой зазорчик появился. Опять подклинило. А здесь вот зазор огромный. Ну что, понадеемся на то, что все притрется и все приработается. Я вооружился гаечным ключом и, зацепившись за штифт привода сапуна, все-таки смог провернуть двигатель на полный оборот. Идет, конечно, туго, но намертво не клинит. Складывается ощущение, что в двигателе уже есть компрессия. Головок еще нет, а компрессия уже есть. Мне кажется, это очень хороший признак. Что же, шестерня распредвала у нас держится на валу за счет натяга, а вот шестерню коленвала необходимо зафиксировать шайбой и болтом. Ну, как все разработалось здорово. Даже болт затянуть проблема. Давайте подклиним шестерни между собой.
Дожмем болт. И законтрим его гибкой шайбой. Пожеванной, помятой. Но она у нас тут есть. Все, пускай держится. Можем приступать к установке маховика. И здесь, друзья, перед нами встает нетривиальнейшая задача. Дело в том, что у меня есть маховик, который идеально подойдет для этого проекта. Грязный, ржавый, страшный, днепровский маховик. А двигатель у нас ураловский. И все бы ничего, ведь по габаритам они такие же. По конусу к коленвалу он тоже подходит, я проверял. А вот посадка под сальник у днепровского маховика на 1 сантиметр больше. На Урале 50, а здесь 60 миллиметров. Был бы у меня токарный станок, я бы сейчас этот маховик зажал и за 2 минуты нужный нам размер проточил. Но у меня нет токарного станка. Зато есть точильный. Хотя, если уж быть до конца честным, то и точильного станка у меня тоже нет. А есть электродвигатель от стиральной машины, закрепленный на деревяшке, зато с таймером на 6 минут. Кстати, стиралка называлась Тула-2. Вполне рабочий, живет он у меня на полу, поэтому такой грязный, и на нем установлен войлочный круг, на котором иногда при необходимости можно что-то отполировать. И вот сейчас я предлагаю войлочный круг с него снять, а на его место установить днепровский маховик и попытаться проточить чем-нибудь этот размер. Начнем с разборки. Не все так просто. Без молотка здесь не обойдешься. Войлочный круг я снял, полдела сделано. И теперь... Та-дам! Все подошло. Где наша гайка? Просто космические нанотехнологии. Даже биения почти нет. Я перевернул гайку, потому что здесь у нас диаметр 54, и для того, чтобы прогнать маховик в диаметр 50, нам пришлось бы этот бурт тоже спилить. А гайка нам может еще пригодиться. В принципе, у меня все готово. В качестве резца я собираюсь использовать напильник. Большой, удобный, грубый напильник. Надеюсь, у нас все получится. В принципе, все готово, но я никак не могу собраться с духом, чтобы запустить эту адскую машину. Ладно, сразу предупреждаю, лучше не повторяйте. Все это делалось группой каскадеров. Я был вне опасности. Стану чуть подальше. Поехали. О, как оно все колбасится и ползет. Прижмем. О, пошла работа! Выбег у маховика просто фантастический. Как видите, процесс идет, уже какую-то часть ржавчины мы сняли. Где-то даже вон появился чистый металл. Ну и попутно эту плоскость я тоже напильником шлифую, так что маховик у нас будет еще и слегка облегченный.
Класс, фантастика. Спустя каких-то 2 часа работы у нас все получилось. Диаметр ровно 50 миллиметров. Можно немножко подчистить поверхности наждачкой. Наведем сейчас красоту. Точил маховик и с ужасом думал, а что было бы, если бы палец попал в отверстие пружины? Наверное, я бы даже ничего не почувствовал. Но не будем сейчас о веселом. Давайте посмотрим, что у нас в итоге вышло. Я думаю, всем интересно, какое же биение получилось у обработанной поверхности. Посмотрим относительно конуса. В самом тонком месте у нас 7 миллиметров, а в самом широком 8,4. 1,4 миллиметра. Ну, а чего еще тут ожидать? Какое оборудование, такая и точность обработки. Главное, что общий диаметр у нас теперь 50 миллиметров, и мы вполне можем установить этот маховик на наш двигатель. Поставим на место шпоночку. А теперь, прицелившись на шпонку, посадим маховик. А, да, чуть не забыл. Надо смазать рабочую поверхность сальника. Ту самую, которую мы сейчас обточили. Я знаю, что многие скажут, что я забыл установить маслоотбойную шайбу и шайбу пружинную. Но дело в том, что мы уже поставили сальник. А под сальник маслоотбойную шайбу мы не засунем. А пружинную шайбу без маслоотбойной ставить вообще смысла нет. Поэтому проехали. Да и какие маслоотбойные шайбы с таким биением маховика? Мне кажется, мы не заходим в сальник. Возможно, на маховике не хватает фаски. Да. Ну, с фаской все вообще просто. Тут даже никаких токарных приспособлений не надо. Возьмем просто болгарку и сделаем фаску. Качество обработки от этого вообще не пострадало. Добавим немного масла, чтобы сальник не сгорел. Хотя, я думаю, его это не спасет. Но пускай будет. Прицеливаемся на шпонку. Что, днепровская шпонка, что ли, уже? Я не понимаю, в чем дело. Попробую немного почистить шпоночный паз от ржавчины. Надеюсь, теперь все получится.
Я думаю, надо ему просто помочь. Ну вот, маховик плотно сидит на коленвале. Даже немножко где-то цепляет. Ставим на место стопорную шайбу. Это шайба от моего двигателя. Я себе буду ставить новую. И болт маховика. Головка на 36. И зажимать следует очень хорошо. Очень крепко. Очень плотно. И у нас снова проблема. Стоило мне зажать маховик, как он уперся в болты, которые держат заднюю крышку картера. Двигатель заклинило. Что будем делать? Откручиваем маховик. Ну, сел как здорово. Видите, на конус он садится, но болты чуть-чуть не дают ему вращаться. Сальник у нас на месте. Ну а теперь я возьму болгарку и спилю шляпки болтов, хотя бы по миллиметру с каждой. Подточил шляпки болтов и только что поймал себя на мысли, что мы сегодня творим просто адскую дичь. И хотя, ну почему мы? Я творю. А вы, я надеюсь, никогда таким заниматься не будете. Немножко свежего масла. И маховик готов к установке. Повторной. Где там наша шпонка? Угу. Есть. Шайба. Болт. Зажимаем. Ну вот, болт зажат. И маховик вращается. И коленвал у нас вращается. Дичь, конечно, но все получилось. Осталось только болт маховика хорошо зажать. Для этого неплохо будет заклинить маховик отверткой через отверстие пружин. Так у нас будет шанс сломать и отвертку, и заднюю крышку картера. Ну и, собственно, взять головку, вороток и чем-нибудь его сейчас нарастим. Ну а чтобы уж точно болт не открутился, зафиксируем его, не та отвертка, зафиксируем его стопорной шайбой. Все. Я думаю, кстати, вы заметили, что в этом маховике не хватает одного пальца. Этот палец он потерял, собственно, я его сам оттуда выбил. У меня на Урале один палец выпрессовался из маховика, болтался. Ну а что делать, тут Днепровский валяется. Он еще тогда валялся, это было очень давно, и он уже валялся где-то в луже. А сейчас вот послужит и поработает. Я, ребят, очень извиняюсь за неполадки со звуком. Дело в том, что только сейчас заметил, что был отключен микрофон. Обидно, конечно, я тут все собираю, делаю, рассказываю, а телефон пишет на встроенный микрофон со всеми шумами и помехами.
Можно было, конечно, снова открутить маховик и сделать все красиво, но нет, давайте оставим как есть, тем более, что я его крепко и надежно зажал. А вообще, по секрету скажу, что этот телефон с самого начала звук писал отвратительно, именно поэтому я начал пользоваться петличкой. Хотя телефон, в принципе, был хороший. Ну, был до того, как мы свозили его в Монголию. А теперь, видимо, пришла пора его менять. И было бы здорово, если бы вы посоветовали модельку среднего ценового диапазона, то есть не флагманские модели айфонов и самсунгов, а что-то попроще, но хорошо снимающее видео и записывающее звук. Ведь иногда, как бывает, идешь, видишь, о, мотоцикл красивый или машина, и можно было бы снять и что-то рассказать, и получился бы интересный кадр. А потом вспоминаешь, что у тебя с собой только телефон, а в нем звук отвратительный. И все, сюжет пропал. Так что пишите ваши советы в комментариях. Это сейчас действительно актуально. Займусь заменой телефона. Ну а на сегодня, наверное, будем заканчивать. Очень продуктивно мы поработали. Классно, я считаю. Особенно мне понравилось с маховиком. Сначала было прям страшно, а потом ничего, освоился, и работа пошла, здорово. На очереди у нас установка передней крышки двигателя. Естественно, будем ставить сапун обязательно, куда же без него. Будем ставить маслонасос, поддон, возможно, сцепление. Вроде все. На этом всем спасибо, всем счастливо, всем пока.